Сложно сказать, какими соображениями руководствовался Владимир Путин, когда проводил потешное присоединение так называемых новых регионов к России. В том числе тех регионов, которые даже и близко не контролируются российскими войсками. Фейковая аннексия 4 областей Украины – это выстрел себе в ногу, с какой стороны ни посмотри. Российское государство само теперь не понимает, где у него проходит госграница. Между тем, на присоединенную территорию, по крайней мере в так называемую ДНР, стало проще проникать независимым журналистам и блогерам, тем, кто желает увидеть реальную обстановку на местах. Ведь, с точки зрения новоустановленных правил, они совершают поездку внутри России. Одним из самых ярких результатов таких поездок стал 4-часовой документальный фильм «Обыкновенная денацификация». Его снял Александр Штефанов. Он поехал с камерой в Донецкую область под видом провластного волонтера. Примерно в одно время с этим нашумевшим фильмом на сайте проекта «Вот так» вышел потрясающий репортаж, уже в виде статьи. Репортаж состоит из 2 частей. Называется «Здесь у моря был город». Репортаж из Мариуполя, превращенного в одну длинную очередь обездоленных. Автор Евгения Хацкевич. Эта публикация, хоть и была удостоена профессиональной премии «Редколлегия», но прошла почти незамеченной. Но я считаю, что с репортажем издания «Вот так» должны познакомиться как можно больше граждан нашей страны. Поэтому мы сделали о нем целый ролик. Если хотите, почитайте, он по ссылке в описании, или послушайте. «Вот так» — это онлайн-проект независимого белорусского телеканала «Белсат», который ведет вещание из Польши. Авторы издания — журналисты из Беларуси, России и Украины. Мы здесь прочтем самые яркие фрагменты репортажа, полностью он, опять же, будет в описании. Мы обычно так не делаем, но сегодня прям чужой текст буду читать, настолько он хорош. Сначала некоммерческое объявление, правда. Посмотрите, а потом вернемся к репортажу. В науке, как и в общественной жизни, полно фейков. Фейковые диссертации порождают фейковых авторитетов, которые затем консультируют вполне реальных чиновников или светятся на телевидении, влияя на общественное мнение. Проект Диссернет уже 10 лет занимается разоблачением мошенничества и фальсификаций в науке. Диссернет создали ученые Михаил Гельфанд и Андрей Ростовцев, ученый и журналист Андрей Заякин и журналист Сергей Пархоменко. Скоро к проекту стали присоединяться волонтеры, те, кого волнуют проблемы науки и образования в России. Основная задача проекта – проверка репутации тех, кто бравирует своими научными достижениями. Диссернет выявляет ворованные диссертации, находит целые фабрики по изготовлению и защите диссертаций на заказ. Исследует коррупционные схемы фальшивых научных публикаций, в том числе медицинских исследований. Разоблачает ангажированные судебные экспертизы. Диссернет опубликовал 8 больших докладов об индустрии фальсификации науки в нашей стране. Участвовал в подготовке докладов комиссии РАН. На основе исследований Диссернета были аннулированы почти 1000 незаконно полученных ученых степеней. В самом начале этого года Диссернет открыл новый сайт, где объединил все исследовательские базы сообщества. Так что если руководитель вашего вуза есть в одной из этих баз, вы с легкостью его найдете. Диссернет никуда не делся, он продолжает работать, фиксируя нарушения для будущего, которое точно однажды наступит. Участники Диссернета работают бесплатно. Несмотря на это, проект не может существовать без денег. Заявление о лишении ученой степени, оплата работы юристов, защищающих права Диссернета в судах, содержание серверов, баз данных и сайта – все это требует средств. Поэтому Диссернет сейчас объявил краудфандинг. Если вы имеете возможность и хотите помочь российской науке, переходите по ссылке в описании. Там подробно описаны все виды помощи. Автобус тихо едет по разрушенному городу. У разных зданий с отметинами от огня и снарядов стоят люди толпой или аккуратной очередью. Пассажиры выходят и примыкают к толпам и очередям. Эти скопления людей – результат внедрения российской бюрократии. Чтобы получить от новой власти любой документ, нужно отстоять большую очередь от десятков до 1000 человек. Нужно отстоять ее не один раз. В мае в Мариуполе появилась мобильная связь, так называемая ДНР, «Феникс». Сим-карту
возможно купить только на почте. Кроме паспорта нужен ИНН. И в 2 отделениях этого «Феникс». За ними тоже очередь. Ее начинают занимать в 5 утра. Стоять можно целый день. Минуя вереницу людей к прилавку, со связью подходят военные. Их пропускают без очереди. Гривна перестала ходить в оккупированном Мариуполе еще с 1 января 23 года. Но снять со счета украинские деньги и тут же поменять их на рубли все еще можно. Именно для этого у зеленой вывески «СДС Трейдинг» собрались пожилые люди. Они получают украинскую пенсию и конвертируют ее в рубли по курсу 1,2 за гривну. Эта валюта сейчас в Мариуполе практически равна рублю. При этом официальный курс Центробанка – 2 рубля и 4 копейки за гривну. В начале войны он был 3,5 рубля. Сбережения жителей Мариуполя уменьшились в 3 раза. Евгений Петрович, 44 года, проработал на Азовстали. Пенсия у него была 6 тысяч гривен. По старому курсу это 21 тысяча рублей. Глава ДНР Денис Пушилин выпустил постановление, согласно которому пенсии всех украинских пенсионеров на захваченных территориях перерасчитываются в рублях по курсу 1 гривна 2 рубля. Чиновники называют это «удваиваются». Евгений Петрович получал 6 тысяч гривен, а сейчас после корректировки курса получает 12 тысяч рублей. В 2 раза меньше практически. И цены в магазинах в рублях выросли. Сказали, что удваивается пенсия, а получилось, что почти в 2 раза меньше получаю. Как это? Вздыхает он. В сгоревшем наполовину доме уцелело несколько нижних этажей. Здесь находится управление пенсионного фонда Донецкой Народной Республики. Выдают СНИЛС. В коридоре люди разделяются на 2 рукава. Одни стоят подать документы на СНИЛС, а другие получать. В назначении пенсии отказывают по самым разным причинам, говорит юрист-волонтер. Много стариков без пенсии вообще, потому что адресные справки повыдавали тем, у кого паспорта сгорели, а пенсионный фонд их не принимает. В пенсии отказывают, потому что нет справки, подтверждающей получение заработной платы. Сначала они отказывают, потому что нет этой справки. Потом люди ее приносят, им отказывают, потому что у них нет мокрой печати. Потом люди приносят с мокрой печатью и отказывают, потому что сомневаются в достоверности печати. Им печать плохо видна. Или кажется, что буква наведена. Очень много отказов. К окошку подходит маленькая дрожащая бабушка в темном пальто. Она протягивает под перекладину решетки украинский паспорт. Пальцы у нее голубоватые и почти прозрачные. Компьютеров тут нет. Кассирша начинает искать фамилию в бумажной ведомости. Она ведет лакированным ногтем по строчкам, и везде в графе «Сумма» написано 10 тысяч рублей. Пока кассирша изучает страницы, бабушка бормочет. Вот они бомбят, значит. А я голос теряю, сознание теряю. Ноготь кассирши упирается в последнюю строчку. «Не нашла!» — говорит она громко. «Как же?» — вздрагивает бабушка. 14-го не давали. Я через весь город ехала опять. А куда же мне теперь? «Ну нет вас тут, я 2 раза посмотрела, в глазах рябит!» — почти кричит женщина с учетной книгой. «А куда же мне теперь?» — тихо спрашивает бабушка. Кассирша пожимает плечами, вздыхает, и ее ноготь вновь приходит в движение. На 3-й странице она все-таки находит фамилию старушки и молча отсчитывает ей 10 зеленоватых бумажек. Пенсионерка берет их, отходит в угол и начинает пересчитывать. К кассирше подходит следующая бабушка. Лакированный ноготь снова начинает путешествие по ведомости. В ближайшие месяцы тем, кто получал в Мариуполе пенсию по инвалидности, ее перестанут выплачивать, если все украинские документы не будут переоформлены на российские. Всех, кто пытается отстаивать свои права, новая власть отправляет в суд, который теперь состоит из юристов ДНР. Эту пенсию новая власть назначала на 12 месяцев, рассказывает Татьяна, которая ухаживает за парализованным мужем. И теперь нам заново нужно проходить всех врачей, доказывать, что муж пожизненный инвалид, чтобы получать пенсию. И сделать это можно только в Донецке, а там стреляют. Это мне нужно нанять машину, людей, которые его вынесут, свозить его в Донецк, показать там, они назначат комиссию, потом привезти обратно, потом снова везти на комиссию. У меня просто нет на это денег. Я ходила в суд устанавливать опеку. Судья мне говорит:
пусть он напишет, что не может присутствовать. Я говорю, он же парализованный, вот документы. Судья мне отвечает, а вы когда с ним разговариваете, он реагирует? Я говорю, ну, кивает. Он мне, так он у вас дееспособный. Вы нажиться хотите, с государства денег взять? У Ольги 12-летняя дочь с ДЦП. Она может передвигаться только в коляске. Женщине с дочерью, как и Татьяне с мужем, тоже предстоит заново подтверждать инвалидность, хотя, по словам Ольги, накануне незаконных референдумов им обещали признавать украинские документы. В постановлении российском о присоединении ДНР написано, что все документы, выданные в Украине, должны признаваться в полном объеме. Но они их не признают. Что тут кто кому должен? Никто ничего никому не должен. Мне сразу сказали, хотите подтвердить инвалидность, готовьтесь к 10 кругам ада. Около Центра гуманитарной помощи на столбе наклеен график выдачи хлеба. Каждые 7 дней здесь по паспорту или свидетельству о рождении только людям старше 65 лет или детям младше 3 раздают 1000 буханок. В последнее время гуманитарка задерживается, ее все меньше. Около центра выдачи на левом берегу никого нет. На воротах объявление написано ручкой на картоне. Воды нет, когда будет, неизвестно. Зато через несколько дней объявлена выдача продуктовых наборов для детей до 3 лет. Обещают, что будет 200 наборов. Мы идем по городу, разговариваем с Татьяной, которая доказывает оккупационным властям, что ее парализованный муж инвалид. А еще она пытается получить свидетельство о смерти своего родственника. Татьяна показывает фотографию. Горсть костей и осколок черепа. «Это все, что есть», — говорит она. «Перед тем, как дом сносить, кости эти выкинули прямо под окна. Знакомые нашли. Чтобы его похоронить нормально, нам нужно получить свидетельство о смерти, доказать, что это он. Мы получили ответ». Татьяна достает бумажку и зачитывает. От председателя межведомственной комиссии по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронения тел, погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе. Для установления личности членам семьи умерших необходимо явиться в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Донецке для сдачи сравнительных образцов крови и проведения дальнейшего молекулярно-генетического идентификационного анализа останков. Женщина прячет бумажку. Соседка вообще только челюсть от родственника нашла. И вот это они будут экспертизу по челюсти проводить, продолжает она. Все это денег стоит. Даже на перезахоронение нужно минимум 20 000 рублей. И это такая бумажная волокита. Сначала это нужно было делать, чтобы со двора родственника выкопать и на кладбище перенести. А сейчас это делают те, кто находит своих родных уже на кладбище под номерами. На эксгумацию нужно заявление следователю написать. Следователь должен написать постановление, которое утверждает прокурор. Труп выкапывают в присутствии следователя, судебно-медицинского эксперта и 2 понятых. Потом нужно вот это вот установление личности в Донецке делать. Но за взятку можно все это быстрее и проще устроить. Еще хоронили же много в братских могилах. Большинство людей кости своих родных так и не дойдут никогда. Это просто яма, где кучей людей наваливали и засыпали. У нас под каждым домом люди лежат. Под каждым. С 2 сторон нового квартала громоздятся обугленные скелеты рынков. На одном из них свалка сгоревших машин. На самом верху пирамида из автомобилей. Большая белая «Газель». На ней написано «Дети». Весь кузов в дырках от пуль. Над свалкой кружат черные вороны. Их вообще много в городе, как и бродячих собак. «Иногда, когда думаю обо всех, кто умер, так жутко становится», — говорит Татьяна. Хочется плакать, выть, лаять, кусаться, голый бежать куда-то. Так с ума люди сходят, но я держусь. Я хожу на море смотреть, когда особенно плохо. Там, в темноте, над ним чайки летают. Темно, а все равно видно, что они белые, как призраки. Как-то свет от них отражается. И я думаю, что, может, те, кто умер, могли стать этими чайками. И мне становится легче. Стоит лишний раз напомнить, каким был Мариуполь еще 1,5 года назад. Он был одним из самых богатых городов в Украине и самых благоустроенных в Восточной Европе. По аккуратным и ухоженным улицам ходили новехенькие троллейбусы. Историческое наследие города перед самой войной успели отреставрировать, избавить от лишних проводов и рекламы.
Мариуполь был по-настоящему красивым и очень зеленым городом, а побережье Азовского моря делало его не только промышленным центром со средней зарплатой выше, чем в Киеве, но и настоящим городом-курортом. После событий 2014 года многие высококлассные специалисты из Донецка бежали именно в Мариуполь, благодаря чему 8 лет город развивался особенно быстрыми темпами. В Мариуполе никогда не угнетали русских. На русском языке вели и сайт города, и сайт местной партии власти, блока Вадима Бойченко. Сам Бойченко, избранный глава города, плохо говорил по-украински, и почти все его публичные выступления были на русском языке. В предвоенных интервью он рассказывал о грандиозных планах по дальнейшему развитию Мариуполя. Вот посмотрите. Мы можем, в принципе, имея все необходимые энергетические компоненты, подключиться и построить новый аэропорт. Есть вторая локация, которая находится на стыке двух областей, Донецкой и Луганской, и открывает как Мариуполь, так и сам Бердянск, как и все Приазовье для всей страны Украины. То есть мы откроем Азовское побережье всей стране Украины. Мы недавно выпустили видео про отдельно взятую школу номер 66, которая была одной из лучших в городе. Но это не единственная разрушенная в городе школа. Всего за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в Мариуполе после 2 лет реконструкции открыли школу номер 26. Она была известна во всей Украине благодаря директору Николаю Чайкину. В свои 24 года он стал самым молодым директором школы в стране. Смотришь на фотографии 26-й школы и думаешь, много ли таких школ в России? Может, стоило не воевать в Украине, а заняться российскими учебными заведениями? Но вместо этого разрушили навехонькую школу в Мариуполе. Вместе со всем городом. Автор репортажа Евгения Хацкевич подслушала и записала разговор 2 российских военных. В конце процитирую одну из реплик военнослужащего. В школе у старшей все время поборы. На бумагу сдай, на принтер сдай, на занавески сдай. На 1 сентября они вообще хотели по 1000 рублей училки собирать. Типа, давайте подарим не цветы, а что-то красивое. Золотые сережки хотели. Но я им объяснил, что они совсем уже охуели. Действительно, совсем уже. До завтра.